Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Старина Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. В этом видео поговорим с вами о пехоте, а конкретно о пехотной связке двух командиров, это Грегори и Хоберт. Именно с этой пехотной связки я хотел бы начать гайды на связки пехотных командиров, потому что два командира из разных эпох. Грегори у нас появляется на самом старте сервера, получить его можно с призывов, плюс какие-то другие ивенты. И этот командир в целом рекомендован многим фри-то-плей игрокам, потому что более легкодоступный в получении. Его можно покупать еженедельно в таверне, поэтому на старте многие фри-то-плей игроки начинают качать Грегори. В целом командир хороший, командир не выделяется каким-то сверхуроном с активного умения, но при этом является и саппортом, является командиром, который очень хорошо разгоняет сильные стороны пехотинцев. Это у нас автоатака. В целом, очень многие игроки им пользуются. Следующий командир это у нас Безграничный, он же Хоберт. И данный командир, в принципе, один из первых командиров, который появляется после тех, которых мы можем получить с призывов. Это Грегори Йенс, стартовые командиры. Вместе с ним появляется Бьорн, и в целом вот именно два этих командира, наверное, будут следующим шагом для выбора у игроков разного уровня. Особенно если вы играете фри-то-плей, особенно если вы начали качать одного пехотного командира, такого как Грегори, к примеру, или Йенс, то дальше у вас станет вопрос, кого же качать из тех, которые приходят, и, наверное, вы будете также рассматривать вот из этой пары Бьорна и Безграничного, но так как Грегори многие, как я знаю, берут на старте, и в целом командир мне нравится, следующим командиром я к нему бы порекомендовал, наверное, Хоберт. Это будет очень хорошая связка, поэтому сегодня мы о ней поговорим. Как всегда в начале, пожелаю вам хорошего просмотра, хорошего настроения, устраивайтесь поудобнее. Не забывайте поставить лайкос, подписаться на канал, прожать колокольчик, и мы будем уже непосредственно разбираться со связкой. Несколько слов о Грегори. Это командир, которым мы, как я уже сказал, получаем с самого старта, можем получить с призывов, можем выкупать в тавернах еженедельно и потихоньку его прокачивать. Интересные, сильные стороны Грегори. Первый скилл, давайте сначала поговорим о скиллах. Это то, что он увеличивает урон от автоатаки на себя и на союзные цели. И делает это в весьма приятном проценте. И данная механика, в целом увеличение автоатаки, это очень хорошее направление. В целом командиры, которые находятся в боевых действиях, наносят автоатаку в каждый ход. Соответственно, все это будет дело работать и приятно бустить связку. Во второй же части активного умения Грегори повышает шанс срабатывания пассивных умений, что тоже весьма приятно. Соответственно, когда у вас работает активный навык, шанс срабатывания всех умений, кроме активок в связке у обоих командиров, будет повышен. Во втором скилле Грегори позволяет нам получить небольшое количество хила и уменьшает урон от активных умений у вашего соперника во время боевых действий. Тоже в целом неплохой скилл, не сказать, что мега-мега сильный. Вот уменьшение урона от активок, это в целом во многих ситуациях, наверное, хорошо сработает. Хил здесь не сказать, что сильно вредный, его не в большом количестве, соответственно, если связка у вас сама по себе наносит дэмэдж, то это вредным не будет. Паразитивный хил не будет наваливать вам большое количество тяжей, а будет поддерживать плотность вашей связки. Быстренько по талантам. Первый талант Грегори уменьшает прирост ярости на 10% и увеличивает урон от основной атаки на 30%. То есть здесь мы опять же получаем большое количество разгона основной или автоатаки, или обычной атаки, можно назвать это по-разному. Третий талант, когда ваши отряды наносят основные атаки, 25% шанс нанести дополнительный урон. В принципе, тоже все понятно. Основная атака проходит, есть у нас неплохой шанс нанести еще и дополнительный урон. И по шестому таланту, когда ваши развернутые войска получают урон от активки, есть 50% шанс также нанести дополнительный урон. Подведем небольшой итог. Грегори у нас командир очень интересный, разносторонний, так как выступает и как саппорт, и при этом очень сильно увеличивает обычную атаку вашей связки, но при этом не имеет большого количества урона, то есть прям сверхурона своих умений и со своих талантов. Теперь быстро поговорим о Хоберте. Первый скилл Хоберта наносит при прокачке в 10 уровень цели фактор урона 1000 при активации и снимает один случайный положительный эффект с цели, которую вы атакуете, и один случайный отрицательный эффект с вашего развернутого отряда. То есть активка у вас с уверенным средним уроном, при этом
может работать полезно с точки зрения того, что снимает бафы с вашего соперника и дебафы с вашего отряда. А вот второе умение у Хоберта выглядит очень интересно и является его одной из сильных сторон. За каждые 6% единиц здоровья, которые теряет развернутый отряд, герой получает 6% прибавки к ярости и 35% доп. Урона от автоатаки. Как это будет работать? Чем меньше, соответственно, отряд ваш, чем больше вы потеряете юнитов в отряде, тем сильнее начнет раскрываться Хоберт. Большое количество увеличения урона от автоатаки. И эта связка не моментальный damage дилер. Это связка, которая раскрывается на дистанции. Если говорить про какие-то ралли-деф мероприятия, здесь пока еще опыта мало, но также хочу сказать, что Хоберт хорошо показывает себя в связке с Рагнаром. Я сам лично проверял, и мы тестили с ребятами. Очень хороший результат, очень интересные. Нужно больше боевых действий, чтобы показать это прям в полноценном контенте. Но Хоберт показывал себя действительно круто. С Грегори не было таких тестов, но опять же по бумаге, ну по каким-то небольшим тестам, небольшие тесты были. На ралли, на дефе данная связка очень также может хорошо раскрываться за счет большого количества урона от автоатаки, когда эта связка разгоняется. Что касается талантов Хоберта, увеличение основного атакующего урона развернутого отряда в хорошем проценте, это у нас первый талант. Далее, третий талант, при нанесении основных атак есть 25% шанс нанести фактор урона 300 и при этом получить 400 ярости. Если цель находится под щитом, урон будет увеличен. Фактор урона здесь не дописали, видимо, не хватило места у разработчика. Но в целом, вот когда у нас залетает 400 ярости, если у нас срабатывает этот талант и в связку, в шкалу ярости обратно залетает 400 ярости, это практически половина цикла на прокаст активок у обоих командиров. То есть это очень сильный талант. И шестой талант, когда ваши развернутые войска наносят основные атаки, есть 20% шанс уменьшить получаемый ими урон на 20% на 2 секунды. Небольшой итог по связке. Если мы берем Грегори и Хоберта, мы получаем связку, которая достаточно такая потная, она на дистанции начинает раскрываться, она постоянно бустит в себя ярость, соответственно, у нас идет чаще срабатывание активок, при этом Грегори у нас разгоняет автоатаку и, соответственно, навешивает еще и, так скажем, саппорт-эффект на разгон автоатаки на ваши союзные отряды. У нас Хоберт на протяжении битвы, начиная терять какое-то определенное количество юнитов в пачке, также начинает разгоняться. Очень интересная связка, она мне нравится. Не скажу, что это прям номер один ДД связка в поле, но в целом я думаю, что залетит она очень круто и многие будут ей пользоваться. Что касается ралли-деф мероприятий, будет больше тестов, но пока она тоже выглядит весьма интересно на определенных ралли. Вот именно для ралли я вижу эту связку как очень сильную, но здесь должны быть определенные боевые условия. То есть не всегда ее будет использовать, наверное, самый приоритет. Можно будет, например, где-то использовать Рагнара с Хобертом по определенным ситуациям боевым, но в каких-то определенных Грегори с Хобертом могут очень круто там выступать. Опять же, ждем тестов, будем все это дело смотреть более детально. Ну и теперь про самое интересное, про самое сладкое для многих. Сейчас мы с вами поговорим про скиллы. И я вам дам несколько вариаций возможных скиллов, которые можно использовать при различных боевых ситуациях. Начнем, естественно, с поля. И, наверное, первый такой билдик, который будет работать очень хорошо в быстрых боях. То есть, когда вы собираетесь со своей кооперацией, со своим племенем и начинаете в поле, в таргет брать цели, то есть наносить максимально быстро, максимальным большим количеством игроков и отрядов в одну цель урон. Соответственно, это самое правильное построение боевых действий. Быстро взяли в таргет одну цель. РЛ сказал, что бьем, например, ближнюю цель, которая к вам стоит, называет командиров, либо никнейм игрока. Вы быстро ее разбираете в таргет, при этом получаете максимальный профит. Соответственно, это будет первый билд по дополнительным умениям, который именно подойдет вот для таких боевых действий. Здесь мы обязаны в первую очередь поставить увеличение автоатаки. Это у нас решимость Тора.
Решимость Тора: за каждые 8 раундов битвы развернутый отряд вступает в дуэль, увеличивая силу основной атаки. То есть здесь мы будем бустить постоянно основную атаку. Решимость Тора очень круто, синергично будет работать с талантами и умениями Грегори и Хоберта на увеличение вот этого постоянного ежеходного урона с обычной атаки. Поэтому решимость Тора — первый скилл, который мы сюда обязательно навешиваем. Следующий скилл — это угасающая битва. Будет работать она у нас шансово с автоатаки, то есть при каждой проведенной автоатаке с основной атаки мы будем получать возможность нанести цели фактор урона. Работает по 3 целям, вернее до 3 целей максимально может зацепить. Это второй скилл, который мы будем использовать именно для быстрого урона, для быстрого таргета своей кооперации. Следующий скилл не совсем от этой связки. Если мы будем разбирать скиллы на много связок, мы, наверное, здесь его использовать не будем. Но, тем не менее, огненная ярость будет в моментальном дэмэдже очень хорошо работать. Естественно, скилл у нас больше лукарский и в основном используется на связке Артур с Верданди, но именно, как я и сказал, для быстрого таргета, для быстрого моментального урона данный скилл будет очень неплохо накидывать фактор урона, и все это будет быстро залетать во врага. Если вы бьете его кучкой, соответственно, быстро аннигилируете, он получает максимальное количество тяжей, вы переходите в другую цель и так далее, разбираете всех своих соперников в поле. Ну и четвертый скилл для быстрого урона, для файта в поле, для таргета — это у нас заколдованное преследование. Данный скилл может выкидывать большое количество урона, небольшой кулдаун на срабатывание и достаточно большой шанс. То есть у нас 3 эффекта: кровотечение, отравление или горение. Работает это все с основной атаки, и, соответственно, шанс здесь достаточно большой. Как и сказал, повторюсь, кулдаун маленький. Очень часто именно в быстрой битве, в быстром таргете этот скилл будет наносить большое количество урона сопернику. Поэтому 4 скилла для быстрого таргета, для максимально большого профита в бою в поле. Это у нас решимость Тора, это у нас угасающая битва, огненная ярость и заколдованное преследование. Именно не путайте как основные лучшие скиллы для связки в каких-то общих ситуациях. Это именно для того мероприятия, которое я вам озвучил. Собрались толпой, берете цель в таргет. Если ваш соперник тоже там в большом количестве в поле, но он не организован, у них нет РЛа, если что, обращайтесь за услугами РЛа, Фриги придет к вам на файты, обязательно отруководит боевыми действиями. В общем-то, кроме шуток, можно вот с помощью таких скиллов максимально быстро разваливать с хорошей организацией соперников в поле. А вот сейчас я вам назову лучшие 6 скиллов, которые прям лучшие для этой связки, не в разрезе того, что вы идете в бой одним отрядом, а хотите раскидать свои скиллы на разные отряды. У вас есть перечень скиллов, вы там думаете, что качать, какие лучше качать. Вот, и эти скиллы будут по разным ситуациям работать лучше всего на данной связке. Первый мы уже называли, это у нас Тор, про него уже говорили в первом, так скажем, повествовании. Также следующий скилл — это угасающая битва. Угасайка тоже отлично заходит на эту связку. Потом у нас универсальнейший скилл, то есть его здесь тоже можно использовать, он будет работать как один из лучших. Это у нас Один. Убежище Одина также на данную связку круто залетает. В принципе, универсальный скилл, много раз говорил, можно поставить на любой отряд. Далее еще один скилл с шансовым уроном и разгоном урона от пассивок. Это у нас гимн. Боевой гимн наносит фактор урона с определенным таймингом и с процентом увеличивает урон пассивных умений. Соответственно, если в связку закидываете много пассивных умений, которые наносят урон, гимн и сам будет наносить, и еще при этом будет бустить остальные уроны с доп. Скиллов. Далее еще один скилл, который на данную связку будет неплохо заходить, потому что эта связка имеет разгон по ярости. Можно это дело еще улучшить. Бешенство на данную связку тоже будет заходить при нанесении основных атак. Есть шанс увеличить прирост ярости в проценте, может срабатывать с кулдауном в 3 секунды.
С учетом того, что Грегори у нас разгоняет автоатаку постоянно с активки, при этом Хоберт будет наносить у нас активки неплохое количество урона, плюс эффекты. Соответственно, прирост ярости в данную связку будет весьма вкусно. Бешенство позволит вам это разогнать. И последний скилл, это 6-й скилл, который также рекомендован на данную связку, будет работать очень хорошо на ней. Это разоружение. При нанесении основных атак существует шанс обезоружить цель на 1 секунду. Может срабатывать один раз в 8 секунд. Что происходит в данный момент? Цель вам не наносит урон, а вы ей наносите достаточно большое количество урона с разогнанной автоатаки. Поэтому запоминаем возможное построение именно скиллов. Вот из 6, которые я перечислил. Тезисно, еще раз, это у нас Один, это угасающая битва, это Тор, это боевой гимн, это бешенство и разоружение. Вот эти скиллы 6 будут лучше всего работать на связке Хоберта с Грегори. И также еще представлю вам, как всегда, альтернативные скиллы, которые также хорошо подойдут на данный отряд. Может быть, некоторые из них будут не лучшими именно на этом отряде, но, как правило, либо они очень универсальные и позволяют связке получить большое количество урона, либо положительных эффектов. Первый скилл — это Локи, здесь тоже будет хорошо работать, тик урон. Соответственно, данный скилл тоже достаточно универсален, пока он не раскрыт полностью с теми командирами, которые есть в игре, но тем не менее на данной связке тоже будет залетать. Следующий альтернативный скилл, который также можно использовать, это месть. Работает практически на любом отряде, да и не практически на любом отряде, который работает с механикой контрурона. Следующий скилл — это заколдованная. Заколдованная, про него мы уже тоже говорили. Заколдованное преследование здесь будет работать, соответственно, нанося постоянный тик урон, и также работает на любом отряде в принципе. Еще один хороший скилл — это глушитель. Глушитель будет вешать сало. Если мы рассматриваем эту связку для ведения боевых действий в поле, также будем отключать большое количество урона с активных навыков у дэмэдж-дилеров. Поэтому глушитель здесь также залетает круто. И еще Гера. Гера, куда без нее. Один из лучших скиллов. Также будет неплохо, если он будет стоять там в связках с скиллами, которые работают на разгон урона от пассивных умений. Но, в принципе, как бы и даже без этого Гера будет работать совершенно в любом отряде, постоянно давая вам возможность нанести 3 вида эффектов, которые будут наносить тикающий урон на цель. И последнее альтернативное умение, которое неплохо залетает на данную связку, это божественное благословение. В первую секунду после вступления в бой получает 20% снижения урона на 3 секунды. То есть, в принципе, это такая плотность для связки. Залетаете в бой, сразу урон вы понижаете, который у вас ходит. Это весьма неплохо работает. Далее, после этого развернутый отряд имеет шанс получить также снижение урона на 2 секунды. Может срабатывать один раз в 5 секунд. То есть, это по факту скилл, который дает такую плотность для отряда. Его трудно пробить, потому что он постоянно снижает входящий в него урон. Вот эти также 6 скиллов, которые я перечислил вам, являются альтернативными, и их вообще неплохо использовать на данной связке, если у вас нет тех мейновых, которые я перечислил ранее. Ну и напоследок, конечно же, для воинственных дилеров хотел бы порекомендовать на данную связку подборку скиллов для сбора. Именно для сбора и, возможно, для какого-то дефа 4 скилла, которые подойдут лучше всего. Первая пара умений для сбора, для ралли рекомендована на данную связку. Это у нас Один и Гера. Один и Гера — большое количество урона, которое высыпается на соперника. Плюс от Одина мы увеличиваем урон от умений. Связка с Герой работает отлично. Одна из самых лучших и популярных вариаций именно пары скиллов, которые работают вместе хорошо. Один и Гера для сбора, для дефа на связку Хоберта с Грегори ставим обязательно. Следующий скилл — это, конечно же, Тор. Разгон автоатаки — это все на данной связке. Это очень большое количество урона, поэтому решимость Тора крайне рекомендую, если вы задумали данной связкой что-то задефтить или заралить. Ну и, конечно же, еще гимн. Гимн — это тоже урон, который работает с определенным, наносится с определенным кулдауном и также увеличивает урон от пассивных умений. Как вы заметили, мы сюда закидываем Одина, закидываем
Геру, закидываем боевой гимн, и все третьи скилла являются уроном от пассивных умений. Поэтому все это будет очень круто разгоняться. Ребята, на этом я вам рассказал все про данную связку, про связку пехоты, рассказал, в чем ее сильные стороны, рассказал для различных ситуаций, для различных аккаунтов подбор скиллов на данную связку. С вас, как всегда, лайкосик, подписаться на канал, иметь хорошее настроение. Всех обнял, скоро увидимся.